Привет, мои дорогие! Как обычно, вечерний у нас или утренний, для многих ночной, начинается со сводок новостей. Название, как обычно, все за мирный план, но есть но. Но я вам покажу также. Поехали. Константиновское направление. Российские войска захватили населенный пункт Иванополье. Украинские силы пытались восстановить над Иванополем контроль, наступая со стороны Константиновки и Берестка, пользуясь подготовленной линией укрепления, тем более, что в Плещеевке, равно как и в Нелеповке, все еще сохраняется присутствие ВСУ. К западу от Клебом-Быковского водохранилища российские подразделения наступают со стороны Яблоновки, на север продвигаются вдоль трассы на Константиновку. Здесь основной вектор движения, по всей видимости, направление Бересток, на Бересток точнее. К слову, от Александра Калинова по итогам затяжных боев российской армии был взят крупный опорный пункт сил обороны, находящийся на подъеме у трассы от Александра Калинова до укрепрайона пост ГАИ. Дорогие мои, идем дальше. У нас следующее — это Покровское направление. Много с фронта, позитива много с фронта. На Покровском направлении фиксируется продвижение россиян у Удачного в сторону Сергеевки. ВСУ контратакуют у Гришина, но пока безрезультатно. Российские войска фактически взяли микрорайоны Покровска, Горняк и Шахтерский. Это уже говорили, это, наверное, дубль, не мой дубль. Продолжаются бои в Мирнограде. Армия России продвигается к Белецкому и Родинскому и приближается к Софиевке. Идем дальше, дорогие мои. Юлиан Рёбке заявляет, что захват армии России ряда населенных пунктов подтверждает военный обозреватель Рёбке, а именно Затишье в Запорожской области, Отрадная, Алексеевка и Тихое в Днепропетровских областях, дорогие мои. Поехали. У нас северское направление. Присутствие российских военнослужащих фиксируется на северо-восточной окраине Северска. Ранее они были замечены только в южной части городской застройки. Идут бои в районе Свято-Покровского. Днепропетровское направление, дорогие мои. Войска России захватили населенный пункт Затишье, я уже об этом говорил. Серая зона подошла к окраинам Гуляйполя, куда уже заходят российские силы. Также российские подразделения продвинулись на несколько километров западнее Равнополя, приближаясь к Варваровке и угрожая перерезать путь снабжения Гуляйполя. После взятия Веселого россияне продолжают штурм населенных пунктов Зеленый Гай и Высокая. Также российские войска пытаются перерезать сухопутные сообщения между Мирноградом и Покровском. Об этом сообщают в 7-м корпусе ДШВ. По данным подразделения, дорогие мои, россияне стремятся взять Мирноград в полуокружение, продвигаясь в направлении населенного пункта Ривны и Светлое. Заявляется, что десантно-штурмовые подразделения украинской армии удерживают позиции и сдерживают российские силы в районе Красного Лимана. Я не знаю, как они сдерживают. Я смотрел, как эти фабы прилетают. Это трешак. Там никакие не пятисотки, не сотки. Там 3000-е летают. Причем так, что просто пипец. Так, идем дальше, дорогие мои. У нас дальше идет сам Северск. Российские военные заняли Северск, уже сообщает Deep State. Ранее этот участок был в состоянии затишья, но теперь россияне активизировались и, по оценке паблика, добились успехов. Противник все чаще фиксируется в городе, особенно в южной части и на восточных окраинах. Россияне нашли слабые места и активно усиливают давление, что обычно приводит к серьезным последствиям, говорится в сообщении. По данным Deep State, одной из проблем на этом направлении является не всегда точная информация, особенно когда речь идет о смежных районах. Ранее в боях в Северске сообщали как россияне, так и несколько украинских военных источников. Идем дальше. У нас уже следующий будет Покровск. Россияне контролируют большую часть Покровска, сообщают СМИ. Запоздалые попытки очистить Покровск не принесли желаемого результата, так как российских войск в городе было уже слишком много. Контрдействия в соседнем селе Родинское, через которое проходила одна из дорог в сторону Покровска, в частности из Доброполя, оказались успешными, но позже село снова перешло под контроль противника. Это опять же пишут непосредственно
как вы понимаете, украинские милитари-паблики. Идем дальше, дорогие мои, уходим уже в другую плоскость, плоскость мирного трека, там чуть-чуть поразбираемся, но опять же основываемся, базируемся данными на фронте. У них паника. Паника, что у европейцев, что и у американцев, да, что и у Зеленского. Зеленского говорят, что там в тиски зажали там с всеми ситуациями. И Миндичгейтом, и другими вещами. Может, там пригрозили. Ну, и я вам сегодня днем рассказывал, ну, вчера уже днем рассказывал о такой, знаете, недвусмысленном намеке Кэролайн Левит по отношению и к европейцам, и к Зеленскому, потому что европейцы там распоясались. В Индии разработали механизм закупки российской нефти в условиях американских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Несколько недель подряд кредиторы опасались проводить платежи за российские грузы из-за санкций, вступивших в силу в прошлую пятницу. Теперь банки разработали механизм, позволяющий финансировать закупки нефти для нефтеперерабатывающих заводов от продавцов, не включенных в список санкций, ну, либо черные транзакции могут проводиться в дирхамах и юанях. Более строгие проверки могут замедлить процесс бронирования, но при этом позволяют сохранить часть российских поставок. Индийские ПЗ продолжают опасаться, что поставки, связанные с компанией под санкциями, могут привести к заморозке. На самом деле, я переведу просто на русский язык. Пахнет миром, и индусы не хотят упустить свой кусочек пирога. Ну, мерзко на самом деле, как по мне. Это не партнерство. Это, знаете, это уже когда там... И вот эти вот правила, они с Ирана качают нефть, да, и с России. Вот именно где подсанкционные. Не то, чтобы помочь, а чтобы взять дешевле рынка, ниже рынка. Ну, дорогие мои, венгерские журналисты сообщают, что в пятницу 28 ноября Орбан вне графика прилетит в Москву. Опачки, то что-то самое интересное. Сейчас я хочу вам показать видео, но хочу сразу же предупредить, кого подташнивает, да, там, от завываний щены вмерла, глушите звук. Вот. И потом расскажу, что это такое. Поехали. Два воина стоят, экономических. Ладно, дорогие, я поберегу ваши уши, и чтобы вас не, как говорится, не вырвало. Это митинг в Праге против мира. Чтобы вы понимали, я за всю свою жизнь наблюдал митинги за мир, но я никогда не наблюдал митинги против мира. Эти, не могу выражаться, они уже, у них тренд начался в США, потом перенесся сюда, в Прагу. Хотя, чем им поможет Прага? Там совсем другой уже, там Бабиш, ему вообще пофиг на них, абсолютно. Что, ну вот повыли они, а дальше что? Их меньшинство там настолько, что просто пипец. Лучше бы в Испанию поехали, там большинство их. Ну, вот этих вот обмотанных. Потому что в Праге все работают. Ну, не в Праге, а в Чехии. Там как бы работяги. Я туда приезжал и не один раз, и там на улицах встречался с людьми. Они там нормальные. Все, когда закончится война? Когда закончится война? Или я иду, там за километр уже кричат Георгий. Это Прага. Это, я имею в виду, Чехия. Вот. Здесь нужно держаться от них подальше. А там нет. Там вот это вот, то, что мы увидели в кадрах, там их вообще чуть-чуть. Но опять же говорю, что я первый раз в своей жизни вижу, когда выходят митинги против мира. То есть падлы сидят в Чехии, вот вы видели, да, этих бойцов двоих, и топят за то, чтобы продолжала Украина погибать. Ну, карма не заставит себя ждать. Сейчас хочу включить Лаврова, который будет рассказывать вам про профессиональную дипломатию, на самом деле, о которой я постоянно вам заявляю. У нас есть постоянно действующие каналы общения с американцами. Об этом президент Путин, когда давал оценку мирного плана Дональда Трампа, упомянул. Мы этого не скрываем. Но наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия заключается, я уже упоминал чуть раньше об этом, заключается в том, чтобы до достижения
окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек. А те, кто представляет дипломатию и политику в Европе, они занимаются ровно противоположным. Ну, вы поняли, да, что такое дипломатия на самом деле, о которой я всегда говорю. Ну, Лаврову, кому как никому другому, понятно, да, кто и что за дипломаты в Европе. Это все соросята, а те вообще никогда не учились ни в чем. Так, сегодня Нарышкин рассказывал, он вообще последнюю неделю в ударе, я так скажу. Заявление СВР, это служба внешней разведки. В Лондоне готовы сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта на Украине путем дискредитации США. Доходы от конфликта на Украине спасают британскую экономику от банкротства, поэтому Лондон добивается его продолжения. Британия планирует наращивать поставки БПЛА в Украину за счет Европы, ожидая дохода свыше 6 миллиардов долларов. В Лондоне состряпали планы реанимации фейковых досье с обвинениями Трампа и его семьи. Ну, хочу сказать так, что я на самом деле вижу, да, там перемены. Ну вот с чем я начинал, я имею в виду, там, и то, что сейчас происходит, да, вот российская сторона, она немножечко сдвинулась. Уже Нарышкин должен был уже давно говорить. Ну, можно так сказать, с самого начала войны. Почему Буданов там рассказывает какие-то самые такой у нас медийные, да, Нарышкин нет. Он должен рассказывать по-любому. Почему только сейчас? Почему... Я всегда делал замечание, российская сторона выдерживает вот эти вот молчания. Понятно, что Лавров прав, что не надо делать там какие-то сливы информации, так, но сливы информации не надо делать, которые касаются непосредственно России, а сливы информации, которым обладает Нарышкин, их надо сливать и позорить тех всех. Вот о чем я говорю. То есть я уверяю вас, что у службы внешней разведки достаточно информации с компроматами и так далее на каждого там из деятелей европейских. Но почему молчать? Почему нужно вот практически под самый конец войны, дай бог, вот это все. И Дмитриева отправить в Америку, который должен был там быть практически так же с самого начала войны. Ну, понятно, что там санкции держали. Там. Я имею в виду хотя бы с самого начала прихода Трампа. Вот с этого момента раз, курс бы поменяли, все. Хотя Нарышкин мог говорить еще и с самого начала войны. Там Дмитриев, понятно, что на нем были санкции, он не мог туда в Америку летать. Это сняли они с него санкции для того, чтобы он там был. Это очень значимая роль, понимаете? Ну вот, если кто-то не понимает, он должен быть на контроле всех информационных вбросов. И у него тяжелая работа, потому что он один там. Там нет, да, Ермаков 50, да, там, которые там, плюс там послы всякие, там, Стефанишины, Маркаровы и так далее, да, там нету от российской стороны, кроме Дмитриева, никого. И его, если кто не понимает, задача – это развеивать фейки, которые украинская сторона постоянно закидывает Трампу, да, или вот эти теплые ванны. И как видим, есть результат от этого. И Паулина Луна говорит, да, там всякие правильные вещи, и другие всякие, да, там, и конгрессмены, и вумены, и сенаторы, и так далее. Вот его работа. То есть, если эти украинские, не могу выражаться, да, там, через лоббистов заряжают, это, опять же, к Кучме мы возвращаемся, понимаете? Если они там через лоббистов заряжают, и лоббисты отрабатывают там через разные, да, там, Wall Street Journal, там, Washington Post, Экономист, ну, вы их всех знаете, там, Reuters, даже рейтинги, понятно. Вот я читаю BBC, а они за кем-то подхватывают, то есть у них нет инсайдеров своих. А сейчас вот скоро и BBC не будет, когда Трамп с них собьет бабки. А он собьет с них бабки. Он Reuters раз и прибили их. И где-то они уже там, если они были постоянно на первых этих, то сейчас вот все, где-то в заднице. А также сейчас вот займутся и Wall Street Journal, тоже засунут куда-то глубоко. И так далее. Это все поэтапно. Это только первый год Трампа.
А поэтапно он их всех выдавит, да, там, и с какими-то судами и штрафами и так далее. Так вот, я хочу сказать как раз о роли Дмитриева, который один, без помощи там лоббистов или финансовой помощи, находит пути, через которые он общается непосредственно с администрацией Трампа для того, чтобы, знаете, как со стекла протирать вот ту муть, которую там несут с украинской стороны, как вы понимаете прекрасно. Ну вот и у Нарышкина тоже. Где Нарышкин был раньше? Столько бы информации получали все. А раньше бы раздуплились, я думаю. Ну, я про украинцев. Потому что сейчас бегство из армии до 90%. До 90%. Если бы Нарышкин выбрасывал информацию про ту, которую у него в достаточном количестве, если он вот обладает информацией, что происходит в Лондоне, так он бы разваливал всем, что происходит в Украине еще с самого начала войны. А уж с самого начала войны, там, как вам объяснить, прошло там 1-2 месяца, и ты уже понял, да, что это уже как коррупция. Ну, в самом, как это сказать, в самом ее варианте, да, как ярком и так далее. Вот, и люди начали потихонечку менять, конечно, какие-то там, вот есть вот эти конченые, они же убежали, они же не знают, они же не жили без света, без воды, без тепла. Откуда им знать? Без денег, без вообще понимания, что будет завтра, без прилетов. Эти конченые сидели себе там в той Чехии еще до войны и топили за то, чтобы была эта война. И сейчас будет топить, потому что они никогда в жизни в Украину не вернутся. Не, ну там бабы катаются, конечно, для там всяких себе там бьюти, да, туров. Вот, и то где-то там заезжают до Львова, доехали, там быстренько себе все сделали и чухнули обратно. А туда вот в самое мясо, в самое пекло не заходят. Я там смотрел одну конченую, она у нас здесь в Испании блогершей заделалась. Так она в Киев приехала, сказала: ой, я как я люблю эту страну, как я люблю, хочу вернуться обратно. Сделала все себе полностью. И уже последний день в Киеве еще, когда была, не выкладывала. Когда улетела, уже здесь, в Испании, выложила, как она там в Киеве возмущалась. И вспомнила, что и ТЦК, а то она в самых своих первых видео говорила, что нету там никакого ТЦК, это обман. А когда вылетала, начала говорить, что ТЦК, что бомбят, да, что там нет света, да, и еще что-то. Поживу-ка я в Испании. Вот насколько конченые люди. То есть она, когда летит и сидит в Киеве, она записывает видео, как классно, а когда уже все сделала себе, петляет опять в Испанию, и давай, какая Украина плохая, и все с этим, то, что связано. Ну, что мне еще сказать по этому поводу, дорогие мои, что задача была бы изначально раздуплять людей. Раздуплять, не ориентироваться на вот этих вот, которые там по Прагам ходят и по Америкам бегают. Они там жили там за 10, за 20 лет до начала войны. Что они могут знать про уровень коррупции, который в Украине? Ничего. Для них Зеленский это там царь и бог, и я не знаю, на суде будет говорить о том, что он, падла, должен быть наказан, и не будет его под этим судом стоять, с этими, развивать эти щены в мерлики. Окей, поехали дальше. Трамп написал у себя в X, что за последнюю неделю моя команда добилась огромного прогресса в отношении прекращения войны между Россией и Украиной. Война, которая бы никогда не началась, мы знаем это все. Если бы я был президентом, в прошлом месяце погибло 25 тысяч солдат. Первоначальный план из 28 пунктов, который был разработан в США и был доточен с дополнительным вкладом с обеих сторон, и осталось лишь несколько моментов разногласий. В надежде завершить этот мирный план я поручил своему специальному посланнику Уиткофу встретиться с Путиным в Москве, и в то же время министр армии Идрис Кол встретится с украинцами. Ну, он уже встретился, и в Абу-Даби он там сегодня был. Я буду проинформироваться обо всем достигнутом прогрессе вместе с Джей Ди Венсом, государственным секретарем Рубио, военачальником Хексетом и начальником штаба Белого дома Сьюзи Уайлз. Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда сделка
по прекращению войны будет окончательно или на заключительной стадии. Спасибо за внимание к этому очень важному вопросу и будем надеяться, что мир все-таки может быть достигнут как можно скорее. Ну, давайте сейчас остановимся на том моменте, да, который я вас уже давно, ну, как бы направляю. Но только тогда, когда сделка по прекращению этой войны будет окончательной или на заключительной стадии. Это тот тренд, о котором я говорю, который Трамп перенял у Путина. Зачем встречаться, если ни к чему эта встреча не приводит? Ну вот была встреча в Анкоридже. К чему она привела? Зачем еще раз встречаться? Вот там Зеленский напрашивается к Трампу, но Трамп ему говорит: для того, чтобы мы с тобой увиделись, вот это, будь добр. Понял? Все, он уже готов. Ну, не знаю. Трампу, наверное, очень не понравится. Поэтому там, я вас уверяю, пока будут работать в этом направлении их команды, пока он не убедится, что действительно Зеленский должен приехать подписать, ничего не будет. Поехали. Есть у нас такой дебил Костенко. Вот. Хочу, чтобы ви послухали, що він говорить, а потім теж порозсуждаємо. Зараз, оцей момент, який ми зараз маємо, найгірший взагалі за всі майже 4 роки війни. Це найгірший час для того, щоб приймати участь у переговорах, нав'язаних там чи Сполученими Штатами, чи Російською Федерацією. Тому що ми в дуже незручній позиції, в дуже програшній позиції зараз, і, скажу ще раз, найгірший за весь час. Ми пам'ятаємо, у нас були Дальше достаточно. Он просто говорит, что Украина сейчас в самой плохой позиции за 4 года войны. Мы в проигрышной позиции, и об этом заявляет Костенко. Дорогие мои, я хочу сказать, за 4 года войны. На 5-й год войны, если Украина еще выстоит 1 год, хотя у меня большие, огромные сомнения, потому что с такой скоростью, которую подтверждают также там, и нацики, да, которую набрала Россия сейчас и будет набирать дальше, она о многом говорит. О том, что фронту хана, и там уже вот эта вот арбузная корка, она уже лопнула, да? С ноября 24 года, и вот по сей день ее упорно ломали и проломали ее уже до мякоти. И вот год, я думаю, это много. До капитуляции. Он пытается объяснить, что нам, ну типа им не надо идти на мирные переговоры, потому что это самые плохие условия, самый плохой момент, потому что у всех их есть козыря. Но вот оно настолько отбитое, ну понятно, он отрабатывает там по схеме Сороса, что он не понимает, что у них нету больше ни полгода, ни 3 месяца, потому что в день берут по 8-9 населенных пунктов. Ну, я же вам читаю сводки все. Идем дальше, дорогие мои. В Абу-Даби у нас проходили прямые переговоры между представителями России и Украины при посредничестве США. Украинскую делегацию возглавлял Кирилл Буданов, дорогие мои. Это его итерация Буданова, потому что там говорят, что он там 8 раз переодевался. Ну, короче, тоже Нарышкин там говорил об этом. Сейчас хочу вам показать еще одну интересную перемогу. Ну, вот прочитаю, да. ВСУ ночью поразили в Таганроге старый списанный А-60, который дожидался утилизации и не летал с первой половины 10-х годов. Он 15 лет просто тупо стоит, чтобы вы понимали. Они его подбили и видео распространяли везде. Я прям с утра проснулся и такой смотрю, они везде просто по всем этим мусоркам своим раскидали, как он взрывается. Типа, его там вот там носовая часть. Так он не летает уже там 15 лет. Но все равно нужно что-то этим закинуть. Ну, сегодня же и опровержения сразу же полетели в разные стороны. Ну, дальше идут статьи про Зеленского. Вообще не хочу их читать. Вот, который согласен, который там, да. Потому что, знаете, я вам так скажу, для меня одна большая загадка на данный момент, ну, из того, что сейчас является двигателем
основным двигателем, да, который проталкивает и европейские, и украинские, да, вот эти вот все группы, которые уже там наполовину согласны. И при этом же также и выглядят, вот я тоже слушаю там и Пескова, да, и Лаврова, также и выглядят позитивно с их стороны. То есть что-то нашли, где-то что-то нащупали. Конечно, это фронт в первую очередь. Но опять же, понимаете, даже при разваленном фронте, еще раз, вот я сегодня записывал видео в шортсе, да, о Кучме. Не остановилась бы война. Где-то что-то Трамп нащупал. Вот очень интересно. Вот это для меня самая большая загадка. Фронт окей. Они бы утилизировали людей там до польской границы. Без разницы. Там уже, сидя в Польше, бы уже вылавливали, как многие говорят, да, там, из обозревателей, что того ресурса, который находится в Европе, было бы тоже достаточно на определенное время, чтобы продолжать дальше воевать, даже с учетом того, что нету ни обороны, ничего. То есть их бы депортировали туда, знаете, как это медленная смерть была бы, да, для всей страны. Но что-то произошло такое, что-то очень сильное произошло, что эти на скорости света... Либо действительно фронт, который, ну, вы помните, да, Трамп не один раз говорил по поводу козырей. Фронт настолько сейчас рухнул, и желание Трампа сделать мир плюс перестал, да, Трамп и спонсировать Украину, и европейцы не могут воспользоваться российскими активами в 140 миллиардов. Вот, то есть у них нет денег, за что покупать оружие у той же Америки. И вот эта вот комбинация, симбиоз как раз дает и Трампу сейчас все сильные карты в руки. Россия получает желаемое. Там еще, подождите, откорректируют эти все свои позиции, как корректировала Украина. Россия должна получить желаемое, и, соответственно, все остальное. А весь тот бред, который несется по поводу там 600 тысяч, 800 тысяч украинских военных, во-первых, до войны их не было столько. Во-вторых, их кормить надо. Для того, чтобы их кормить, это нужно, чтобы деньги кто-то давал. Ну и вот у них какой-то там шанс есть для продолжение пропиливания денег. Ну и на восстановление тоже. Там Трамп заставляет Европу, опять же, открывать свой фонд, с которого имеет 50%. Ну, у нас сейчас все больше туда, в Китай уходит, потому что Китай начинает показывать демонстрации, как он будет бомбить там флот японский и далее. Все уходит куда-то туда, в ту сторону, дорогие мои. Ну и хочу показать этих переможцев в США. Они там в 3 городах были, да, там, или в 4 городах. Вот тоже за войну топили. Вот кого нужно депортировать в Украину. Каких украинцев? Вот этих нужно депортировать и экстрадировать, чтобы понимали. Те, которые приехали работать и работают, да, вот они сидят там, тиктоки записывают, да, там, о том, какая Америка хреновая и так далее, да, и лучше бы он остался в Европе, а в Европу так и не хочет возвращаться. Вот, чем те, которые действительно... У меня есть знакомые, которые там приехали, они работают, там уже там 3 или 4 года, они до войны еще приехали там на контрактах. Сами от этих просто в шоке. Вот. И условия они поменяли, я имею в виду, украинцам из-за этих же. Вот. Так что, дорогие мои, еще раз говорю, что первый раз вижу, когда люди, как говорится, топят за войну, а не за мир. Кошмар, просто кошмар. Окей, дорогие мои, подписываемся, кто не подписан. И, как обычно, я вас всех обнял.